Ребята, всем привет! Меня зовут Даша, и вы на канале Даша Models. И сегодня будет необычное видео, посвященное работам моих зрителей. Я постараюсь здесь высказать какое-то свое субъективное мнение о работах, может быть, дать какие-то дельные советы, покритиковать вряд ли, но повосхищаться, я думаю, мне придется много. Представьте, что вы идете со мной по выставке, и я говорю первые впечатления о работах. Если вы вдруг не увидели свою работу в этом выпуске, то не переживайте, будет и еще несколько таких видео. А также, если вы хотите тоже поучаствовать, то присылайте их на мои соцсети. Все ссылочки будут в описании. Сразу две работы на сегодняшний обзор прислал Денис Елькин. Это сразу две немецкие инженерные машины. Начнем с подвозчика боеприпасов на базе четверки для мортиры «Карл». Вообще я очень люблю инженерные машины за счет множества деталей. И, кстати, благодаря таким деталям можно немножко схалтурить на цветовой модуляции, так как взгляд в первую очередь цепляется именно за инженерное оборудование. Итак, что бы я тут улучшила? Во-первых, верхний броневой лист я бы выполнила более светлым оттенком серого. Это придало бы машине объема. И есть еще одна помарочка. Деревянный ящик на лобовой части корпуса слегка задут из аэрографа серой краской. Это надо бы исправить. Вторая модель от Дениса – это Berge Panzer на шасси все той же четверки. Тут мне понравилось, как автор выделил выступающие части модели, такие как заклепки, например. Это хорошо придало объем модели. Конечно, открытые внутренности машины всегда придают живости. Но данный экземпляр ремонтной машины создает такое ощущение, что большую часть времени она не чинит. А ее или же Berge Panzer выступает донором запчастей для боевых машин. А теперь давайте отдохнем от немцев и посмотрим на автомобили. Денис Степанов, пожарный из Нижнего Новгорода, делает с нуля модель своего боевого коня. Пожарный автомобиль на базе двухосного Урала в масштабе 1 к 10. Меня всегда восхищали такие модели. Во-первых, они в большом масштабе, а во-вторых, тем, что они сделаны с нуля. Я так понимаю, что предстоит еще немало работы над ним, но тем не менее, несмотря на солидный масштаб модели и будущую радиоуправляемость, не стоит пренебрегать художественностью в окраске. Например, черной смывкой выделить рельеф модели. И надеюсь, что скоро мы увидим готовый результат, так что желаю удачи автору. Продолжим рассматривать Уралы. На этот раз Урал в маленьком 72-м масштабе от Антона Извекова из Севастополя. Модель выполнена на небольшой диораме. Кстати, самая частая ошибка от начинающих диорамистов – это то, что они модели на диорамах располагают параллельно граням основания, что лишает диораму перспективы. Антон в своей работе этого избежал. Единственный минус, который я заметила, не очень уместная грязь. Урал грязный по капот, а учитывая, что Урал машина не маленькая, значит он заехал в какие-то совсем уж болота, а на диораме изображена, хоть и бездорожье, но совсем легкая для Урала. Давайте посмотрим на вторую присланную диораму от Антона, зависший над морем вертолет разработки КБ Камова. Тут шикарно выполнено море, и в первую очередь взор бросается именно на него. Обратите внимание, что помимо ряби, вызванного лопастями, на море, как и положено, присутствует волнение. И что интересно, это как вертолет закреплен в воздухе на канате. Серега из Майкопа прислал модель Т-3485 в зимнем камуфляже. Кстати, начинающие моделисты, у кого нет большого опыта в окраске, я советую попробовать сделать машину именно в зимнем камуфляже, ведь облезлый камуфляж неплохо скрывает все огрехи покраски. И, например, в этой модели с первого взгляда сложно найти какие-либо огрехи. Сделаем наш обзор международным. Ози из Бельгии прислал свою работу. Это Су-122 в 35-м масштабе от Миниарта. Я люблю машины в облезлом зимнем камуфляже. Особенно тут интересно смотрится камуфляж в виде веточек. Но общий вид модели портят гусеницы, которые чуть велики для этой машины. Это особенно видно на ведущем катке и ленивце. Олег с Урала прислал любопытную Як-Пантеру времен боев в Берлине. Первое, что бросается в глаза, это то, как модель облеплена разнообразным мусором, предметами мебели и рамами. Только не очень понятно, это экипаж сделал такие противокумулятивные экраны, либо так Як-Пантеру завалило от бомбежек. И, кстати, вот вам лайфхак. Если вдруг у вас не получается с покраской модели или закосячили какую-то деталь, поступите так же, как сделал Олег. Ведь в первую очередь, смотря на такую модель, обращаешь внимание на необычные вещи, которые есть у модели.
Давайте отвлечемся от исторических тем и посмотрим на работы не только моделиста, но еще и скульптора Павла Вежеля. Кстати, заранее извиняюсь перед Павлом, а также всеми авторами, у которых фамилии я неправильно ставлю ударение. Узнаете Ласторога из серии игр «Метро»? Павел специализируется на миниатюрах по играм. Ласторог выполнен самостоятельно автором, так что второго вы такого точно не найдете. Мне особенно нравится, как на виньетке изображено фоном место обитания таких существ – болото. Вторая работа автора – это схватка из вселенной Дума. Я не сильна в этой вселенной. Мне всегда казалось, что там надо воевать с демонами. А тут мы видим схватку двух людей в экзоскелетах. Причем орудия борьбы у одного из них отнюдь не футуристичные. Единственный минус, на мой взгляд, это то, что фигурки слишком блестят. А в целом работы Павла мне очень нравятся. Вячеслав из Луганска прислал тягач из вселенной Безумного Макса. Что любопытно, модель автор делает без использования сварки или клея. И все детали крепятся на болтиках, что заставляет особенно тщательно продумывать конструкцию модели. Следующий автор Михаил Шабуров прислал работу Звездовского Шермана. Да, он опередил меня в постройке этой модели, да и не только он, если честно, и это было не так уж и сложно сделать. Но скоро я продолжу работать над своим. Так вот, Михаил решил сделать затрофейный немцами Шерман. Я не сильна в матчасти, но думаю, что люди, больше разбирающиеся в биографии Шерманов, могут сказать, насколько достоверна переделка именно этой версии Шермана в трофейной. Насколько я знаю, был один из немногих случаев затрофеивания Шерманом немцами на Западном фронте. По модели я могу лишь покритиковать бревна на борте. Мне кажется, что для таких целей бревна спиливали, а не подбирали упавшие после урагана деревья. Ну и надо сделать поматовый брезент на корме машины. Он выглядит слишком гламурно. И на будущее я хочу советовать Михаилу обратить внимание на цветовую модуляцию. Так модель будет выглядеть еще объемней. Дмитрий из Тольятти прислал модель немецкой трешки в затрофейной нашими бойцами варианте. Это уже не первый затрофейный танк в сегодняшнем обзоре. Фигурка командира заметно оживляет модель, но главный, по моему мнению, косяк – это отсутствие провиса у гусеничных лент, ведь у затрофейных танков наверняка были проблемы с запчастями, а советские экипажи не умели на достаточном уровне обслуживать чужую технику. И поэтому хотелось бы видеть трешку в таком исполнении в более запущенном варианте. А это уже Ярослав затрофеил британский Crusader в 72 масштабе, модель от фирмы S-Model. И они, как правило, кладут детали сразу для двух машин. И из этого набора можно сделать один танк в классическом исполнении, а другой, как сделал Ярослав, с трофейным. Немецкие опознавательные знаки я замажу, чтобы на меня не наругался YouTube. Кстати, такие детали отлично помогают зрителю классифицировать технику и помогают сыграть на когнитивном диссонансе зрителя. Как так на британцы немецкий флаг? Следом идет работа Евгения из Саратова. Это доработка Руса Балта под машину, если я правильно понимаю, почтовых голубей. Всегда в таких работах меня расстраивает то, что при очень классной идее и большого труда над доработкой базовой модели немного хромает окраска. А ведь даже небольшая заливка углублений модели черным цветом совсем поменяла бы визуальное представление. Что любопытно, эта работа прислана тоже Евгением и тоже из Саратова, но это уже другой автор. И смотрим мы на модель СИУ-682Г. Мне нравятся занавесочки у рабочего места водителя. Я хочу покритиковать автора, если позволите. У меня главный вопрос к молдингам. Их следовало бы покрасить поаккуратней. Я и сама делала несколько моделей автобусов и понимаю, насколько это тяжело сделать аккуратно. И второе замечание – это то, что декали в некоторых местах перекрывают расшивку троллейбуса. Их следовало бы в этих местах прорезать ножичком. Руслан сделал интересную конверсию на базе Татра от АВД. Он ее превратил в мобильную мастерскую. В машине располагается токарный станок, верстак, баллон с газом, судя по всему, для сварки, и ящики с инструментами. При этом оборудование и внутренности Кунга покрашены отлично. Обратите внимание на потертый дощатый пол. А вот с внешней стороны машина просто задута из баллона с краской, что резонирует с внутренним убранством модели.
Надеюсь, вам понравился мой эксперимент с обзором моделей моих зрителей. И если да, то напишите в комментариях, а также ставьте лайки и напишите, какая модель вам понравилась больше всего. А если вы хотите, чтобы ваша модель попала на обзор, то присылайте мне либо в личку ВК или Инстаграм, либо на почту. Все ссылочки в описании. И расскажите немножко о модели, прототипе, ну и о себе немножко. До новых встреч. Пока-пока.